Всем привет! Сегодня мы вам покажем практически все пляжи Паттайи. Все сейчас это, к сожалению, закрыто. Такой затор, мы уже едем, наверное, минут 30. Меню выглядит вот таким вот образом. Там в основном все на тайском. Ну что, мы прибыли на первый от нас пляж. Что мне нравится в этом 7-Eleven, смотрите, можно вот так вот сесть, взять кофе какой-нибудь и с таким вот видом сидеть, пить кофе. Вообще это местечко нам уже полюбилось. Мы 3,5 года назад в Паттайе уже были на месяц, но именно тут мы ни разу не были, поэтому именно вот это место нам понравилось. Сейчас мы будем тестировать воду и расскажем наши впечатления. Какой же тут горячий песок, просто я уже отвык, что это такое, идти по горячему песку. Прям ощущение супер. О, вода наитеплейшая. Ну, можно увидеть такую какую-то небольшую пену. И, не совсем она прям супер прозрачная. Ну, волн нету, водорослей нету, медуз пока что нету. Пойдем с Машей искупаемся и потом скажем свой вердикт. Ну что, мы только что скупались. Вода, когда заходишь первые 2 метра, вроде чистая. Чуть дальше проходишь, все-таки такая вот пена есть, которую я вам показывал. В целом, вот именно в этом месте, которое вот ограничено все буйками, очень даже неплохо, добротно. Чуть-чуть вправо заходишь, чуть-чуть влево, там уже какие-то кораллы, большие камни, там уже особо не скупаешься. Очень крутой заход, через 3 метра уже с головой уходит. Я вот это вот люблю. Не люблю, когда идешь, как на крабе там, полчаса и все по пояс. В целом я полностью вообще доволен тем, что мы наконец-таки уже скупались в море, в соленом море. Пляж, солнце, байк. Вот сейчас я по-настоящему чувствую все 32 ощущения, от которых мы с Машей балдеем. Ощущаем настоящий Таиланд, потому что когда мы были в Бангкоке, моря нету, какие-то здания везде. Это все-таки не совсем то, ради чего мы приезжаем на зимовку в теплые страны. Ну и закончить немного про пляж. Пляж тут в принципе чистый, видно, за ним убирают, потому что тут такие достаточно дорогие отели. Вода сама по себе, наверное, по 5-бальной шкале на 4 с минусом чисто. Но, опять же, никаких пакетов, бутылок, там, водорослей нету. Видно, что какая-то пена, то есть, не совсем чисто, но это Паттайя, что мы хотим. Если мы хотим прям чистейшую воду, это нужно плыть на Коh Lan. Скорее всего, мы туда съездим. Но на самом деле, если честно, я удивлена немножко, что достаточно чистая для Паттайи вода, потому что именно на Джамтьень, когда мы были 3 года назад, там было супер грязно, там вообще дна было не видно, то есть даже когда ты вот прям вот, там вот столько воды заходишь, я туда даже не залезла ни разу. Мы попозже туда еще съездим и посмотрим, как там сейчас, так же грязно или, может быть, после ковида стало немного чище, потому что, если честно, для Паттайи вот эта вот чистота пляжей мне прям очень понравилась. И по 5-бальной шкале я дам 3, вот, но как бы купаться можно. Но опять же, нам есть с чем сравнивать, когда мы пробыли большую часть времени с прошлой зимовки на островах, где действительно вода была иногда просто как изумруд. Именно по отношению к тем красивым местам, именно это место будет 4 с минусом. Но от Паттайи мы изначально многого не ждали, и 3,5 года назад именно в этом месте, вот именно на этом пляже мы не были. Поэтому на данный момент мы приятно удивлены. Сразу добавлю, что нам очень нравится Паттайя тем, что здесь максимально круто развита инфраструктура, здесь есть практически все, здесь даже есть какие-то пекарни практически на каждом шагу. Плюс еще здесь очень классное жилье, много магазинчиков, и все здесь для удобства есть, именно для того, чтобы жить максимально комфортно. Мы решили посетить еще один пляж, который находится совсем рядом с нами. Это Пратамнак-Бич. Тут такой спуск у нас интересный. Тут можно заметить, туристы имеют место быть. На подходе к пляжу можно заметить вот такие вот рисунки необычные.
То есть это вот прям цементом приклеили. Самое удивительное, что сегодня волны. Ну и плюс сегодня такая довольно пасмурная погода, поэтому волны есть. Ну и вот по левую руку мы видим, тут практически ничего нет, а вот по правую тут уже можно заметить такие шезлонги. Наверху барчик, где люди пьют коктейльчики, кофе. Но мы сейчас совсем чуть-чуть пройдемся по правую сторону. Маша говорит, вода чистейшая, как слеза. Не прям, конечно, чистейшая, да, как на Пангане, но по сравнению с Джамтьеном, конечно, разница очень-очень большая. Находится он примерно между Джамтьеном и Паттайя-бич. Вот. И еще этот пляж иногда называют Азия Паттайя, потому что здесь одноименный отель. Поэтому, в принципе, сюда, на территории Паттайи, можно приехать и спокойно в чистой достаточно воде искупаться. Мы совсем чуть-чуть прошли. Сегодня, откровенно говоря, не супер такая прям пляжная погода, да, солнца, к сожалению, нет, оно скрылось буквально где-то полчаса, час назад. Сейчас чуть-чуть совсем пройдем, но тут вид красивый, смотрите, прям такая зелень, чего нет, конечно, на Джамтьене, волны и пальмы. Там вот отель, за которым очень круто ухаживают. В целом такое симпатичное местечко. Машечка, теплая вода. Ну и, конечно, видно, да, что прям изобилие для того человека, который будет жить в этом отеле. Вот, скорее всего, даже вот вид с окна отсюда прям шикарный. Там всякие такие беседки. Вон там видно, люди сидят в беседке. И идеальное место для того, чтобы там, если вы приезжаете на 2-3 недели, чтобы далеко не ездить, там не брать байк, не делать права, да, не морочиться там с транспортом. Это, конечно, вот поселиться тут и наслаждаться вот природой. Это, мне кажется, идеально. Ну и, конечно, отсюда видно Коh Lan, на который мы обязательно скоро заедем. На самом деле, когда мы приехали сюда впервые, нас пляжи максимально расстроили, потому что мы подумали, что это просто какой-то ужас ужасный, потому что и Паттайя пляж очень грязный, и пляж Джамтьен тоже очень грязный. Сейчас мало того, что пляж Джамтьен значительно улучшили, он прям красивый стал, вот, но водичка там все равно грязная, вот, но между вот этими пляжами есть такие маленькие пляжики, где вполне можно купаться, и они прям классные, и за счет этого наше мнение о Паттайе, конечно, очень-очень сильно поменялось, просто надо брать байк и ездить, смотреть здесь какие-то интересные места, которые вам именно подходят. Ну и плюс еще дальше, там военный пляж есть, острова, и там тоже прям кристально уже будет такая прозрачная водичка. Вот можно посмотреть на водичку, собственно говоря, она действительно тут намного чище, чем на Джамтьене.
Мы сюда вернулись буквально через 2 дня, когда уже солнечная погода, чтобы вам все-таки показать полную картину. Видите, уже волн нету, ветра сильного нету, поэтому тут вполне можно себе купаться, как с детьми. Можно заметить, да, с детьми очень много семей, так и самостоятельно. Людей немного, купайся не хочу. Я вот очень люблю такие пляжи, немного удаленные от там проезжих частей и так далее, когда можно вот на камнях посидеть, посмотреть хотя бы на природу, куда-то вдаль. Это вот красотища. А в солнечную погоду уже можно разглядеть немного дно и сделать такой вывод, что в принципе тут вода почище, конечно же, чем на Джамтьене. Давайте вам немножечко покажу водичку поближе. Посмотрите, какая она здесь прям прозрачная, прям приятная. И заходишь уже поглубже. Здесь видно дно. Вот вам мои ноги. И прям, конечно, здесь существенно отличается вода, нежели чем буквально в 10 минутах отсюда пляж Джамтьен и, с другой стороны, пляж Паттайя. Мы это место рекомендуем, и тут как бы не страшно купаться. Маша, на заключение, медуз тут нет. Вдоль берега мы трупики медуз тоже не видели. Именно в ноябре на этом пляже Пратамнак медуз нет. Наш медуз-патруль сообщает. А чтобы не заблудиться и точно найти этот пляж, ориентир отель Азия Паттайя, как раз таки по правую руку от него будет вот этот пляж. Ну и вот, мы дошли до конца слева, о чем Маша и говорила. Именно по левую руку можно увидеть Азия Паттайя отель. Тут уже, конечно, оформлено так красиво, такой спуск с одной стороны, со второй стороны. Там красивейший, не знаю, отсюда видно, нет, красивейший viewpoint, то есть смотровая площадка. И отсюда уже выходишь, можно прямо идти и купаться. Тут практически людей нету. Загорай, купайся, все, что хочешь, делай. Ну вот мы совсем чуть-чуть прошли на смотровую площадку. Отсюда уже, конечно, такой шикарный вид, даже и квадрокоптер не нужен. Вот смотровая площадка, можно еще с нее посмотреть. Она получается прям над морем расположена. Ну, в самом низу, наверное, вид не самый красивый, а вот если смотреть вдаль, то красота, конечно. Выше нас еще одна смотровая площадка, но туда, наверное, уже нельзя забираться, да и смысла особого нет, отсюда уже вся красота открывается. Смотрите, вечером тут можно даже посидеть на таких вот импровизированных стульчиках и посмотреть вдаль на красоту. Днем, конечно, это проблематично, долго посидеть, жара просто нереально, плавишься как масло. А вот вечером взять какой-нибудь манго-шейк и сидеть, наблюдать. Заката тут, по-моему, вы не увидите, но просто посидеть, посмотреть на красоту, как обычно делают тайцы. Вообще это место как-то мне навеяло что-то из островного, то есть там Самуи, Панган, тут в принципе людей немного, такая вот прям сохранена экзотичность, уединенность, как на Самуи, Пангане, и вот прям чувствую, что мне уже прям очень сильно хочется на какие-то острова поехать. И вот это вот экзотики, когда на пляже там практически никого нет, очень много зелени, очень много вот какого-то такого колорита, какие-то барчики пляжные. Вот этого всего не хватает, но надеюсь, в этой зимовке это еще предстоит и очень много. Не знаю, километра не проехали, в 3 минутах от предыдущего пляжа можно увидеть так называемый Кози Бич. Мы сейчас находимся в ресторанчике, где можно посидеть с отличным просто видом. Вид, конечно, нереальный. Панган и Самуи может очень сильно позавидовать. Я удивлен, что на Паттайе есть такие виды, и это очень здорово. Мы сейчас, конечно же, спустимся пониже, посмотрим. Вроде как вода чистенькая, возможно, даже там и искупаемся. Народу мало, шезлонгов нету, то, что нужно. Помимо балкона можно также посидеть внутри, тут очень прохладно, очень много места. Ну и так, в принципе, очень даже стильно. Видите, можно вино попить, все что угодно. Персонал даже, видите, весь в костюмах. Смотрите, именно на Кози Бич есть очень классные видовые кафешки. Вот здесь вот мы сейчас находимся на Chocolate Factory, и дальше позади меня есть 2 очень классные кафешки, где можно как раз-таки посидеть вечером и понаблюдать закат.
Причем они появились в ковид, что удивительно, потому что Паттайя в ковид сумела развиться еще больше и лучше. Ну вот мы заходим и на Кози Бич. Буквально тут совсем чуть-чуть вам покажем. Можно кокос, пивко купить. Ну и вот тут можно купить какие-то сафари-туры. Ну на тайском все написано, конечно же, ничего не понятно. Короче, есть скоростная лодка, на которой вы можете покататься. Что-то тут волны прям какие-то огромные, потому что на предыдущем пляже Пратамнак мы были, там волн практически вообще не было. А тут такое ощущение, как на Короне, знаете, 24/7. Ну, сейчас пройдем чуть-чуть туда подальше, возможно, там будет волн меньше. Долго на этом пляже мы останавливаться не будем. Вот буквально покажу, что тут есть огромное количество шезлонгов. Кстати, именно тут уже они заполнены, наверное, ну, процентов на 80. Ну, а по левую сторону более-менее свободные. С правой стороны довольно безлюдно, но все потому, что тут нет шезлонгов. Если вы хотите искупаться, скорее всего, надо идти в то место, где, видите, ограждено буйками. Мне кажется, там более-менее безопасно, и там хотя бы смотрит местный таец, спасатель. Ну, для тех, кто так не очень хорошо плавает. Наверху видно все вышеуказанные кафешки, также отели дорогостоящие. Пляж более-менее чистый, но иногда вот попадают немного мусора. Ну а дальше, если пройти, то практически вообще людей нету. Серфы есть. Но тут на серфе, конечно, особо не покатаешься. Это так, чисто для красоты. Хочется немножечко добавить о том, что Паттайя все-таки это не только пляж Джамтьен и Паттайя, да, где достаточно грязно и так очень разношерстно. Есть вот такие небольшие уютные пляжики с очень классными видовыми кафе и такими прям атмосферными местами. Ну и купаться мы тут не будем, мы поедем чуть дальше на пляж, который нам очень понравился 3,5 года назад. Смотрите, какие последствия дождя в Паттайе. Видите, люди ходят практически по колено в воде. Хотя на Джамтьене все тихо и спокойно, а вот где Паттайя, вторая линия, да, получается, тут прям затоп. Такой затор, мы уже едем, наверное, минут 30. Главное, чтобы байк не заглох. Мы думали, там закончилось, но нет, это практически вся дорога, можно посмотреть. Люди ходят по колено в воде, прям какое-то нашествие. Мы добрались до еще одного пляжа, который называется Вангамат Бич. Можно видеть такие отельчики дорогие, да, рядом с которыми располагается этот пляж. Тут имеется такая вот пешая дорожка без песка, где можно пройтись вдоль. Он, ну, довольно такой длинный, не знаю, наверное, полкилометра, изгибается на ту сторону. Ну, тут можно увидеть зонтики, шезлонги. Мы зашли, нам сразу предложили. Но если присмотреться, их не так уж и много. В основном, конечно, наши соотечественники их оккупировали. Мы приехали на пляж, который называется Вангамат. Пляж чистый, красивый, здесь белый песочек, в отличие от Джамтьена и Паттайя Бич. Тут расположены дорогие высотки отеля, Паша уже об этом как раз сказал. Вода тут не такая чистая, как на предыдущем пляже. И тут достаточно большие волны сегодня, поэтому мы поедем дальше. Мы приехали на еще одну локацию, это Пальм-Бич. Мы здесь были, ну, когда вот, февраль 2019 года. Конечно, тут абсолютно все работало. Тут вон костюмы, различные напитки, все можно было приобрести. Массаж тоже работал, видите, все по-русски написано. Педикюр, маникюр, массаж лица, депиляция. Все сейчас это, к сожалению, закрыто. Но нам нужно идти вперед, чтобы дойти до пляжа. Для того, чтобы попасть на вышеуказанный пляж, необходимо пройти мимо такого отеля.
Отсюда будет открываться невероятный вид. Сейчас мы вам его покажем. И потом уже пойдем непосредственно на пляж. Такой вот вид на бассейн. Обратите внимание, везде написано, что это именно Аква-Бич. Не знаю, как правильно назвать. Мы называем названия тех или иных мест, как указано на Google картах. Возможно, как-то уже какие-то другие названия приобрели те или иные места. Мы говорим то, что есть на карте. И снизу под видео вы увидите название этих мест. Нам необходимо сейчас спуститься вниз и пройти в ту сторону. Отель довольно симпатичный. Ну и можно заметить, что практически все пустые шезлонги, хотя в предыдущий раз, когда мы тут были, тут, насколько я помню, свободного места не было. Можно отметить то, что тут очень чистенько, то есть все убрано, да, ни одной бутылки, ничего нет. Много столиков, различных таких вот беседок приотельных. Ну, есть активности, можно футбол, баскетбол, но, конечно, никто не играет. Такое ощущение, как будто все вымерли. Как будто мы попали прям именно во времена ковида. Мы думали, приехав сюда, тут практически не будет волн, а тут волны еще больше, просто нереальные уже. Как будто мы где-то на Бали. Можно посмотреть такие вот столики, где можно посидеть, покачаться на качельках. И самое невероятное в этом месте то, что тут видно храм истины. Именно на закате, конечно, тут нереальная картина, потому что солнце садится прямо в храм истины. Если вы любите делать красивые фотки в Инстаграме, то это место, конечно, вот прям идеально. Можно тут сесть и наслаждаться видами. Красота. Наше видео было бы, конечно, не полное, если бы мы не упомянули пляж Паттайя-Бич. Можно увидеть, что дорогу тут ремонтируют в самом начале, улучшают. Скорее всего, будет более широкая зона для ходьбы. Она, в принципе, и так уже достаточно широка. Тут тоже можно купить кокосы, водичку, шезлонги, кока-кола. Полный набор. Можно даже купить какой-нибудь круг спасательный. По правую сторону не так много людей. Даже вон можно увидеть, что кто-то купается, кто-то загорает. Ну и вдоль всего пляжа можно увидеть тоже, что люди купаются и загорают. Волны тут тоже большие, но не такие большие, как на предыдущем пляже. Есть вот отдельная зона для купания. Сам пляж чистый. Ну и люди купаются. Напишите, стали бы вы купаться на Паттайя-Бич и на каком пляже вы обычно купаетесь, и можете посоветовать другим купаться, потому что наверняка есть люди, которые дольше нас были на Паттайе. Возможно, мы какие-то пляжи еще не успели показать, и расскажите нам, будет очень интересно. Пишите, конечно, это все в комментариях. Есть мнение, что море, а точнее Сиамский залив в Паттайе, не отличается прозрачной водой из-за того, что сюда сливают все нечистоты из городской канализации. Это верно только отчасти. Все дело в том, что мелкие предприниматели, работающие вдоль всего городского побережья, сливают отходы своего производства непосредственно в сточные каналы, и потом это все попадает в залив. Необработанные отходы, сливающиеся в городскую систему очистки, приводят к закупоркам и прорыву труб, и нечистоты выливаются на пляжи и в местные воды после больших проливных дождей. Состояние главных очистных сооружений Паттайи весьма плачевное. Власти пытаются решить этот вопрос, но пока безуспешно, потому что их реконструкция стоит колоссальных средств. Паттайя живет, видно, что ковид ее не сломил, а сделал сильнее. Очень многое было построено, сделано, поэтому нету причин, почему сюда не стоит приезжать. Появились причины, почему стоит ее посетить снова и снова. Я изначально вам говорил, что первый мой визит в Паттайя мне абсолютно не понравилось, а сейчас ей дал второй шанс. По ощущениям не зря. Второй раз она мне больше понравилась.
Она очень удобная для жизни. Конечно, немного не хватает экзотики, но если проехать на байке или на пароме, или на автобусе, допустим, до военного пляжа, до острова Колан или же острова Кочанг, то вы увидите уже другой Таиланд, и ваши запросы будут удовлетворены. Мы только что приехали на паром. Отсюда вот можно увидеть вот большие буквы Паттайя Сити. Такая визитная карточка Паттайи. Тут, конечно, не самая чистая водичка. Но что поделать, если такое огромное количество лодок. И именно отсюда отправляются лодочки на ближайшие там острова, Колан и так далее. Сейчас мы хотим посмотреть расписание паромов как до Колана, так и до Хуахина. Возможно, мы поедем в Хуахин на пароме, ну или на спидботе, если, конечно, он предусмотрен. Смотрите, как много людей. Это, скорее всего, все едут с Колана, то есть утром отправляются на ту сторону, а вечером идут обратно. Ну вот можно увидеть расписание билетов на Колан. Мы в ближайшее время, конечно же, там побываем. Также мы хотели узнать по поводу, можно ли на байке добраться до Колана, и оказалось, что нет. Как всегда, коронная cannot, Да. то есть нет, Тема нельзя. у них тема. Да, ну сейчас вот немного пройдемся тут по пирсу, посмотрим, что тут есть. Очень странно, да, что вот на Панган, на Самуи есть огромные паромы, где можно и на своем личном автомобиле, и на байке перебраться, а вот на Колан нету. Нет, так нет, ладно. Приедем туда, уже арендуем какой-нибудь байк и на нем уже будем гонять. Пока думаем, туда ехать с ночевкой или нет. Вот с кошечкой. Ну и можно вот поехать на Колан как на большой лодочке со всеми вместе, так и на индивидуальной вот такой вот спидботе, так можно его назвать. Но мы, скорее всего, поедем уже на каких-то вот таких вот, где будет человек, наверное, 100. У нас уже опыт переправки есть. Ну и Маша все-таки хочет увидеть, есть тут большие паромы или нет. Вот можно заметить, припарковывается обычная лодочка, которая стоит там 30 бат. И сейчас все будут выбираться. Видите, полностью полная лодка. А вот там находится интересная вещь. Вот этот вот белый паром большой, это ресторан. Можно купить билеты либо тут прямо на пирсе, там как раз таки девушки продают, либо через интернет. И там шоу-программа, там различная вкусная еда, там, ну, именно средиземноморская, там всякие устрицы и так далее. В начале 2019 года, когда мы здесь были, этой парковки тут не было, и тут проходили соревнования по пляжному футболу. Мы смотрели, там Таиланд играл с Катаром, бесплатные билеты были. И сейчас я думал, тут что-то будет тоже пляжное, но нет, тут парковка, как-то ничего особо красивого, к сожалению, нету. Мы сейчас идем на второй порт посмотреть, возможно, оттуда что-то как-то отправляется, ну, заодно прогуляемся. Именно здесь мне нравится, что сделали такую набережную, оборудовали такими вот, как скамейками, не скамейки, как правильно назвать. Очень удобно, красиво, можно тут побегать, посидеть, отдохнуть. Вот люблю такие вещи, всегда их выделяю в видео, показываю. Как мы поняли, этот порт абсолютно не предназначен для пассажиров, это, скорее всего, грузовой порт. Но мы тут увидели зато такой вот интересный ресторанчик, кафешку с таким огроменным Халком. Сейчас зайдем, посмотрим. Называется Sky Motion. Вот такой барчик. Тут можно посидеть, пиво попить, футбол посмотреть. А также послушать живую музыку. Наверное, это все по вечерам. Сейчас, видите, тут никого нет. Учитывая, что абсолютно все пусто, сядем на вот такие вот огроменные диваны. Можно посидеть, поужинать с таким вот интересным видом. Тут довольно-таки скудное меню, в основном тут можно купить шоты, пиво, ну и какие-то такие морепродукты, где цена уже начинается от 400 бат, плюс какие-то вот наборы к шотам, ну и так далее. Поэтому мы сейчас пойдем дальше, но показали для вас такое интересное место. Вон, можно сфотографироваться для Инстаграма.
Мы в итоге зашли в кафешку, где меню расположено на стене. Маша сейчас пытается договориться, что как. Ценник вроде как 60 бат. Поход в тайскую кафешку – это на самом деле всегда такое очень веселое, интересное развлечение, такой, я бы сказала, даже аттракцион, потому что меню выглядит вот таким вот образом. Там в основном все на тайском и маленькими буквами написано на английском. И суть в том, что то, что написано на английском, сам продавец не понимает. Я ему говорю на английском, он меня переспрашивает на тайском. И что-то показывает на картинках. Я ничего не понимаю, потом переспрашиваю опять на английском. Он не понимает меня, переспрашивает снова на тайском. Потом что-то там вроде бы с картинками решили, что-то там она мне написала, что-то заказали. Но что? Непонятно. Собственно, само меню выглядит вот здесь, вот, да, вот так вот, все на тайском. И вот на английском только вот на стене. В принципе, нам принесли то, что я и рассчитывала. Посмотрите, какая вкусняшка. Это морепродукты с рисом и с чесноком. У Паши такой супчик с лапшой и с морепродуктами. Он такой достаточно густой и очень-очень вкусный. Если мы правильно поняли, то это стоит 60 бат, и это тоже стоит 60 бат. То есть, как бы есть смысл запариваться с трудностями перевода, да, но получить за 60 бат вкусную, классную еду. Кальмар здесь просто какой-то нежнейший, невероятно вкусный, поэтому оставим обязательно локацию. Рядом с Балихай Пьером находится кафешка. Вот, зайдите сюда и обязательно поешьте что-то за 60 бат, очень-очень вкусное. Мой суп тоже невероятно вкусный. Прям сочные креветки, не всегда бывают сочные, иногда бывает такое ощущение, они выжатые. А тут прям сочные, аж во рту лопаются, ну это реально вкусно. Ну и также кальмары, они тоже очень вкусные. Такой пряный соус, такая длинная широкая лапша, ну и, конечно же, зелень. Полюбил такие супчики в Таиланде. После них вот вообще есть не хочется очень долго. Ну и, как вы знаете, у меня есть специальная креветочная диета от моего врача, поэтому я стараюсь как можно больше мест находить именно с морепродуктами и пробовать именно такие блюда. Как у нас всегда и бывает, к нам пришел кот в новое жилье, причем мы живем на 7-м этаже, и каким-то образом к нам просто вот пришел кот ни с того ни с сего, и мы даже не знаем, что с ним делать. Видно, что он породистый, хороший. Сейчас пойдем по этажам искать, чей он, да? Персик, ты будешь у нас персик. Таиланд — это все-таки про котов. В итоге нашли хозяйку котика, это сверху девушка живет. И котик, видимо, как-то дверь открыл, пока девушка пошла гулять с собачкой. Он остался один и решил изучать территорию. Спустился на этаж ниже, увидел, что там все абсолютно то же самое, и начал мяукать. Вот, подумал, что он, собственно, там же и находится. И когда я открыла дверь, он, бедный, перепуганный, сразу же полетел сюда, но понимает, что тут что-то не так. Такой ходит на цирлах. В итоге мы поднялись на этаж выше, и как раз-таки выходила девушка и заходила в открытую дверь с собачкой. В итоге оказалось, что кот ее, и она пришла его забрала. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!